Приветствую, друзья! Ну что, сентябрь. Давайте посмотрим энергии сентября для вас. Информация из хроник Акаши. У нас будет с вами 4 варианта. Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в сентябре? Так, это у нас будет первый вариант, второй, третий и четвертый. Можете по камушкам, можете по цифрам. Энергии сентября для вас, информация из хроник Акаши. Также получим совет через Крайона, тоже из хроник Акаши. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант, настраивайтесь на расклад, подумайте о ваших планах и выберите один из 4 вариантов. Но если вам нужно больше времени, останавливайте видео. Мы начнем с первого варианта. Давайте посмотрим единички. Какие энергии будут в сентябре? Информация из хроник Акаши для вас. Первый вариант. Что у вас будет происходить? Предостережение. Получим совет. Может быть, какую-то информацию важную вы получите здесь и сейчас. Первый вариант. Энергия сентября. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите ваши комментарии, делитесь, как у вас, созвучно ли с вами расклад. Первый вариант. Энергия сентября. Какие энергии вы приносите в сентябрь из августа? Что у вас будет происходить в сентябре? Энергии, с которой вы перейдете из сентября в октябрь. Совет. Так, ну у вас 3 старших аркана в раскладе. В начале месяца и в совет. Так, хорошо, я надеюсь, вам видно. Ваш расклад готов. Мы начинаем с энергии, с которой вы входите в октябрь. Извините, сентябрь из августа. Здесь ложится 21-й старший аркан. Ариэл и Сфинкс. Это Ариэл, архангел Ариэл. И Сфинкс, она у вас прямая. Мы видим, что архангел Ариэл стоит перед Сфинксом. Здесь у нас полная луна. А Сфинкс у нас является молчаливым хранителем истины и древних тайн мира. И мы видим, что архангел Ариэл соединяется и совещается с этим великим источником тайн. Когда приходит эта прямая карта, она показывает, что у вас настало время сделать самую важную и, может быть, даже самую трудную работу в вашей жизни. Это копание и внутреннее раскрытие. Все это может привести вас к осознанию вашей таинственной силы. Даже за то время, пока этот сфинкс стоит в пустыне, его несколько раз заметало песком по самую шею, и ему приходилось откапываться. И, очевидно, вам сейчас придется избавиться, может быть, от какого-то закаменевшего состояния, ваших старых историй, верований, паттернов, вот чтобы вы смогли найти истину внутри вас. Еще эта карта может показывать, что есть кто-то в вашей повседневной жизни, кто помогает вам и кого к вам послал архангел Ариэл. Это может быть учитель, наставник, руководитель, может быть даже новый друг, любимый человек, родственник. Это человек, отношения с кем являются для вас очень большой ценностью. У вас сейчас очень важный период в вашей жизни. Вы идете к инициации и осознанию вашей высшей силы. Вот эту энергию вы принесли в сентябрь. Что у вас будет происходить? Первая карта — это тоже старший аркан. Карта у вас ложится перевернутая. В
прямом положении эта карта может говорить о большом подъеме у вас в интеллекте, обучении. То есть есть какие-то новые знания или предмет, который вы хотели бы изучить. И вот это вот новое изучение может поднять вас выше на уровень, чем тот, на котором вы сейчас находитесь. Но так как этот старший аркан у вас лег перевернутым, карта говорит, что вы сейчас можете проигнорировать новое обучение, развитие. Или же вас могут попросить возглавить группу, поделиться вашими способностями, а вы не ответите. А в ваших личных делах вы можете закрываться от новых знаний, что ограничивает вас от успешного решения тех или иных проблем. Ну, здесь сообщение по этой карте, по этому старшему аркану: перестаньте себя сдерживать. Если есть какой-то предмет или какая-то тема, или какое-то новое обучение, то обязательно сделайте это. Также карта говорит, что если вы сейчас будете втянуты в какую-то правовую ситуацию, то обязательно найдите правильного человека, который поможет вам разобраться по крупицам вот в данном вопросе. Потому что люди, с которыми, может быть, вы уже общаетесь, могут оказаться дилетантами. И вот здесь вам советуют полагаться на свою интуицию, чтобы вас не ввели в заблуждение. И если вы сейчас проявите усердие, вы можете найти правильный совет. Вторая карта — это Девилу. Девилу — это ива, и карта у вас прямая. Она показывает могущественную, прекрасную иву, которая освещена солнцем. Это дерево очень крепкое в своей корневой системе. Оно очень гибкое, ее очень тяжело сломать. И вам говорят, что вы сейчас будете тоже очень сильны, противостоять чему угодно. То есть сейчас вам пришло время стоять гордо и чувствовать поддержку земли под ногами. Ну, вообще, эта карта может показывать на спокойное время, поэтому вот наслаждайтесь сейчас вот этой мирной энергией. Также карта означает время силы, идеально подходящее для укрепления основ на работе, в семье, в вашей душе и в глубине вашей веры в самого себя. Так же, как вот у этой ивы, у вас также есть вот эта спокойная сила. Поэтому стойте уверенно, совершайте действия, которые способствуют росту всего прекрасного в вашей жизни. И знайте, что сейчас вы могущественны. Третья карта сентября. Семерка ключей. Карта называется «Подъем восхождения», но она у вас перевернутая. Мы видим, что мужчина при помощи, как альпинист, при помощи своих усилий, усердия поднялся на какую-то высокую гору. Но это не просто какая-то удача, да, это его кропотливый, сложный и тяжелый труд, а также его решимость. Но у вас легла карта перевернутая. Она может показывать на потерю должности, на внезапный уход с работы, может быть, даже на падение вашей репутации, а также ваших карьерных ожиданий. Но еще эта карта может говорить об усилиях, которые не окупаются. Да, возможно, вы усердно трудились, чтобы достичь вот этого высокого положения, но тем не менее вам кажется, что это от вас ускользает. Конкретные результаты, которые вы ищете, возможно, прямо сейчас трудно реализовать, и ваши усилия не будут признаны другими. Да, это может быть просто проходной этап. Но если вы сейчас предпринимаете длительные усилия без какой-либо отдачи, подумайте, может быть, о новых подходах или вообще о другом месте для реализации ваших планов. Энергия, с которой вы переходите в октябрь. Здесь у нас карта The Lightning Bolt, удар молнии. Да, она у вас перевернута. В прямом положении мы видим гроза. То есть вот удар молнии рассекает дерево до самого основания. Здесь лужи. То есть какая-то сложная ситуация происходила вокруг вас. Но так как у нас карта перевернулась,
Она говорит, что вот эта тяжелая ситуация, она заканчивается. И сейчас, наоборот, для вас наступает время для каких-то динамичных действий, энергии. Да, может быть, вы понесли убытки, потери, ну, вот эта гроза и шторм заканчивается. Может быть, потребуется некоторая очистка, да, как после дождя. Что-то он смывает, то, что вам больше не нужно. Но вам, вот так как дерево раскололось пополам, вам говорят, что вам нужно пустить новые корни и добиться нового роста. Вот приложите сейчас свою энергию к тому, что от вас требуется. Вообще, когда вот эта карта выпадает перевернутая, она показывает, что вот эта вспышка молнии достигает раскола небес. И это не что иное, как божественная сила, которая движется сейчас сквозь вас, как бы поднимаясь из глубин мироздания. Вот эта могучая сила поможет вам осветить Землю и прояснить все в вашей жизни. Ну а в совет у вас ложится архангел Рафаэл. Она у вас прямая. Вообще архангел Рафаэл — это архангел, который несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. Он может разделить все эти стремления, жизненный опыт с вами. Вообще из всех архангелов Рафаэл чаще всего приходит в облике человека. И вот эта прямая карта предвещает время великих достижений в вашей личной жизни. То есть какая-то дверь у вас сейчас открывается. Вам говорят о множестве благословений, таких как восстановление утраченной мечты, воссоединение членов семьи или же исцеление. Возможно, физического состояния или вашего разбитого сердца. Даже если эти состояния продолжались длительное время, в вашей жизни наступает прорыв. Пусть архангел Рафаэл будет вашим партнером в этом процессе, и тогда вы увидите, почему все называют его чудотворцем. Ну и давайте получим для вас совет через Каролина из хроника Акаши. Первый вариант — совет через Каролина из хроника Акаши для вас. Небесный путь. Сейчас, одну минутку, я вам зачитаю. Эта карта говорит о том, что вы в самом начале пути к осуществлению какой-то очень важной, может быть, даже самой важной цели в вашей жизни. Эта цель может оставаться пока неясной. Вы можете даже не осознавать, что встали на путь ее достижения. Но ваш дух уже сделал выбор. И вы на подсознательном уровне уже приняли решение. Дух уже взял вас за руку, и вы начинаете движение. У вас сейчас может быть такое чувство, что ничего не происходит, что вы застряли, что движения нет. На самом деле движение есть, но оно пока не проявлено в материальном мире. Энергии уже пришли в движение. Ваш путь уже выстраивается и влечет вас к себе. Поэтому нужно отбросить сомнения, неуверенность и знать, все идет по плану. Все происходит так, как должно происходить. Просто нужно запастись терпением, не торопите события. Следуйте естественному ходу вещей. Не пытайтесь силой переламывать обстоятельства. Если какие-то двери не открываются, просто отступите и подождите. Сейчас вы живете в состоянии неопределенности, но этого не нужно бояться. Не заглядывайте слишком далеко в будущее. Делайте то, чего требует настоящий момент. Шаг за шагом вы будете медленно, но верно продвигаться к цели. И с каждым следующим шагом цель будет вырисовываться яснее. Вот такой у нас был с вами первый вариант. Благодарю вас за просмотр, за лайки, за ваши комментарии. Желаю вам хорошего сентября. До свидания. Хорошо, у нас с вами второй вариант для тех, кто выбрал
или циферку 2, или вот этот камушек. Давайте посмотрим энергии сентября для вас. Что будет происходить в вашей жизни? Получим советы, может быть, предостережение с хроник Акаши. Также совет через Карайона, также из хроник Акаши для вас. Второй вариант энергии сентября. Какие энергии вы принесете в сентябрь из августа? Что у вас будет происходить в сентябре? Энергии, с которой вы выйдете из сентября в октябрь. Совет. Ой, надо же, в первом варианте также был архангел Рафаэл. Так, ну ваш расклад готов. Да, так месяц будет сложный. И у вас две фигурные карты, две королевы. Королева силы и королева роз. Но энергию, которую вы приносите в сентябрь, здесь фигурные карты, это королева силы. В прямом положении это женщина, которая удерживает баланс на льду. У нее в одной руке энергия Луны, в другой энергия Солнца. И она при этом балансирует. Это движение энергии, может быть, это какие-то энергетические практики, медитации. Ну или это женщина, которая управляет своей жизнью. Да, у вас эта карта легла в перевернутом положении. Она может показывать женщину в вашей жизни с разбитой на куски энергии. Она может быть частью вашей семьи, окружения на работе или какого-то другого рода отношений. Вы можете ощущать небольшое волнение или даже дисгармонию, когда эта женщина находится рядом с вами, а в некоторых случаях этот человек может не замечать вашего большого душевного интереса. Эта женщина может неправильно использовать свою власть, влияние, критиковать вас. Все это может негативно повлиять на ваши отношения с самим собой и с другими людьми. Но если вы видите такое поведение, то для вас пришло время говорить за себя. Постарайтесь установить границы и потребовать от нее уважения. Ну а если вы не в состоянии изменить то, как этот человек к вам относится, то постарайтесь отстраниться, насколько это возможно. Конечно, карта может показывать вас или важную в вашей жизни женщину, которая также может испытывать серьезный дисбаланс в энергиях или потерю чувства силы. Это могут быть времена, когда вы чувствуете себя оставленными во мраке и не знающими, что делать дальше. Здесь может быть потеря работы в какой-то крупной компании, может быть это что-то связано с наукой, преподаванием, может быть это какие-то естественные науки, энергетика, все, что связано, да, вот с энергиями. Если вы являетесь королевой силы, то это время восстановить вашу силу и ощутить истинную энергию свет, которая является частью вашего высшего Я. Получите ясность и двигайтесь к вашей цели. Не позволяйте вот этой ситуации выбить вас из центра. У вас хватит сил вернуть баланс в ваши мысли, в вашу жизнь. Поэтому берите сейчас ответственность на себя. Сентябрь. Вот первая карта у нас это единица силы, The Akashic Field. Это поле Акаши. Мы видим, она у вас прямая. Мы видим, что какое-то поле или какие-то тут холмы, здесь равнина, да, и здесь идет движение энергии. А это все выражается в виде как будто северное сияние. Вот эта вся информация, сила, энергия, опыт, все это вибрирует вот в этом царстве бесконечной истины, возможностей, чем являются хроники Акаши. И каждый ее кусочек может быть вашим.
И когда вот эта карта приходит прямая, она говорит вам, что вот сейчас для вас будет в изобилии какие-то великолепные возможности. Вы можете увеличить, ускорить опыт открывания дверей в хрониках Акаши. Ваша энергия жизненной силы сейчас резонирует со Вселенной. Поэтому вы можете исследовать хроники и получить ту информацию, которая вам нужна, и силу, которая может вам помочь. Но вам нужно действовать с осознанным вниманием. Вам нужно сейчас провозгласить ваши намерения и попросить вдохновения. Вот Вселенная сейчас готова принять ваши самые искренние желания. И пришло время для их исполнения. Ну, просто нужно это намерение озвучить. Вторая карта — это у нас королева роз. Она перевернутая. Мы видим, что стоит прекрасная женщина. Тут вокруг нее розы. Да, и такой красный цвет. Вообще, это карта любовной связи. Но когда она переворачивается, она может показывать разлад или даже конфликт женщины в вашей жизни. Это может быть друг, член семьи, коллега на работе. Ну, а для мужчин, может быть, это ваша возлюбленная. Но кто бы это ни был, сохраняйте спокойствие и будьте сосредоточены. Может быть, вы сможете разрешить данную ситуацию с помощью общения. Конечно, эта карта может показывать вас или важную в вашей жизни женщину, которая выходит из роли жены или матери. Здесь могут быть трудности в зачатии, или ваши дети могут уехать из родительского дома, или разлука с любимой, любимым. Может быть, вы просто больше не резонируете друг с другом. Тогда пришло время отпустить. Вообще, карта показывает этап трансформации в вашей жизни. Отпустив тех, кто вами не дорожит, не уважает, вы можете обнаружить, что открываете свое сердце нежной заботе, которую вы действительно заслуживаете. Конечно, перевернутая карта может показывать глубокую рану в собственной любви к себе. В прошлом отсутствие заботы о себе. Сейчас вас призывают полюбить себя, и тогда Вселенная ответит гораздо больше любовью в вашей жизни. Ну, вот эта карта у меня уже, наверное, год, а может быть больше, постоянно выпадает, прямая, перевернутая, ну, практически во всех раскладах и практически чуть ли не во всех вариантах. Ну, это то, что сейчас происходит, да. Карта прямая у вас, она называется The Lookout, это смотрящий, смотровая площадка. Мы видим, что человек стоит на смотровой площадке, он смотрит с надеждой вперед. Вокруг него происходит какая-то битва, баталия. У него уже на корабле горят паруса. И он пытается вот в этой сложной ситуации сохранить равновесие и баланс. Карта говорит, что вокруг вас сейчас происходит какая-то сложная ситуация. И вам нужно быть начеку. Вас может постигнуть внезапное падение, потеря положения, может быть, должности, места работы, состояние, точки зрения, ну, может быть, чего-то еще. И карта вас предупреждает, что вам нужно составить резервный план, который поможет вам намного легче пережить вот эту трудную ситуацию. Вообще, это может быть просто временный этап, но вам сейчас очень важно сохранить равновесие. Уже лучшие времена уже у вас практически на пороге. Но вот здесь вот обратите внимание, может быть, это вот потеря работы, да, может быть, это проблема в отношениях, может быть, что-то с деторождением. Но если у вас сейчас будет какая-то сложная ситуация, не забывайте, что для вас доступна информация из хроник Акаши. Просто ее запросите. Вам могут послать эту информацию, вам могут послать людей, которые вам эту информацию принесут. Ну и энергия, с которой вы выйдете в октябрь. Здесь ложится настройка роз, Loving Elementals, это любящие ангелы. Она у вас прямая, и мы видим, что малыш сидит на земле, и вокруг него вот вьются какие-то феечки, эльфы. И они наполняют воздух вокруг малыша радостью и счастьем. Да, хотя многие люди не верят в ангелов, но духи природы всех видов существуют, и они обладают даже большей силой, чем вы можете себе представить.
Они живут в элементах земли, в воздухе, в воде, в ветре, в огне. И они готовы поделиться руководством, благополучием и вдохновением хроник Акаши, которые также живут в мире природы. И эта прямая карта говорит вам, что радость в вашей жизни будет расти. Ну и вас она также призывает вспомнить, как это веселиться. Принесите больше игривости, шаловливости в вашу каждодневную жизнь. Позвольте себе петь, много смеяться. Призовите вот этих вот маленьких ангелов вдохновить вас. Они любят веселье и любят поднимать настроение. И они значительно могут увеличить радость в вашей жизни. Советую вас Архангел Рафаэл. Архангел Рафаэл несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. И он может разделить с вами все эти стремления и жизненный опыт. Из всех архангелов Рафаэл чаще всего приходит в облике человека. И вот эта карта предвещает вам время великих достижений в вашей личной жизни. То есть какая-то дверь у вас открывается. Она может говорить о множестве благословений, таких как восстановление утраченной мечты, воссоединение членов семьи, исцеление, может быть, физического состояния или вашего разбитого сердца. И даже если эти состояния продолжались длительное время, в вашей жизни наступает прорыв. Пусть Архангел Рафаэл будет вашим партнером в этом процессе, и тогда вы поймете, почему все называют его чудотворцем. Ну, давайте с вами получим совет через Крайону из хроник Акаши, второй вариант. Летящая стрела. Сейчас я вам зачитаю. Так, послание Крайона. Эта карта говорит о том, что вам предстоит работать над каким-то новым проектом. Возможно, вы уже планируете нечто новое. Если нет, подумайте о том, чего вы на самом деле хотите, о чем, может быть, давно мечтали, но не решались осуществить. Сейчас благоприятное время для того, чтобы найти новые идеи и реализовать их. Цели, которые вы сами поставите перед собой сейчас, будут достигнуты в ближайшем будущем. Но это должны быть по-настоящему важные для вас цели. Подойдите к их выбору осознанно. Проверьте, в самом ли деле их достижение пойдет вам во благо и соответствуют ли они задачам вашей души. Сейчас самое время приступить к осуществлению своей миссии, того, ради чего вы пришли на Землю. Если у вас есть какое-то дело, которое вы делаете с любовью и воодушевлением, или вы планируете заняться таким делом, это указывает, что вы на верном пути. У вас впереди большая и непростая работа, но ваши дела пойдут хорошо и принесут вам самые благоприятные плоды. Вот такое послание от Крайона. Я благодарю вас, двоечки, за внимание. Не забывайте ставить пальчик вверх, пишите ваши комментарии. Всем хорошего, хорошего вам сентября. Ну, у нас троечки. Троечки, приветствую вас. Те, кто выбрал вот этот камушек. Давайте посмотрим энергии сентября для вас. Что будет происходить, на что обратить внимание. Получим совет из хроник Акаши. Энергии сентября, третий вариант. Ну, а также получим послание Крайона из хроник Акаши. Третий вариант энергии сентября. Какие энергии вы принесете в сентябрь из августа? Что у вас будет происходить в сентябре?
Все карты перевернуты, но это не всегда плохо. Энергия, с которой вы выйдете из сентября в октябрь, ну, эта карта, я говорю, она ложится уже на протяжении, наверное, 1,5 лет. Постоянно в раскладах. Вот во втором варианте была и у вас. И совет для вас. Так, совет у вас легла фигурная карта. Ну ладно, посмотрим. Может быть, я еще вытяну. Так, расклад ваш готов. Первая карта у вас, это у нас 8 силы. Карта называется The Lightning Bolt, удар молнии, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что удар молнии рассекает дерево до самого основания, как бы раскалывая его. И причем при всполохе этой молнии мы видим, что на земле большие лужи. То есть гроза продолжалась какое-то время. И, очевидно, вы ощущали какие-то... Было у вас предчувствие, что что-то происходит. Но так как карта у вас легла уже перевернутая, походу эта гроза была уже давно, сейчас для вас наступает время для динамичных действий и энергии. Да, очевидно, вы понесли убытки, потери, но гроза и шторм заканчиваются, может потребоваться некоторая очистка, как вот после дождя. Но сейчас у вас наступает время пустить новые корни и добиться нового роста, так как какое-то дерево у вас было расколото. Приложите сейчас вашу энергию к тому, что от вас сейчас требуется. Вообще, когда вот эта карта выпадает перевернутая, она показывает, что вспышка молнии достигает раскола небес. Это не что иное, как божественная сила, которая сейчас движется сквозь вас, поднимаясь из глубин мироздания. Вот эта могучая сила поможет вам осветить землю и прояснить все в вашей жизни. Первая карта сентября, это 7-й старший аркан. Карта называется Fated Meeting, назначенная, предназначенная судьбоносная встреча. Это старший аркан. Вообще это карта кармической связи. В прямом положении мы видим, двое людей встречаются под часами, у них первое свидание, и они не знают о том, что карма прошлых жизней соединила их в этом воплощении. Конечно, в прямом положении карта может показать очень важные для вас отношения. Это может быть любовные отношения. Также это важная предназначенная судьбоносная встреча, может быть, по каким-то творческим проектам, по рабочим ситуациям. Также человек может являться вашим родственником, другом. Но у вас карта легла перевернутая. И она говорит, что есть в вашей жизни человек, с которым вы планировали работать над вашей кармой, чтобы разрушить паттерны прошлых жизней, для того, чтобы создать большое взаимодействие, любовь, поддержку и понимание. Но карта перевернулась, она говорит, что, к сожалению, кто-то из вас, а может быть и вы оба, вернулись к вашим старым привычкам, ошибкам. То есть в отношениях с кем-то у вас есть какое-то отрицание. Вы собрались вместе с какой-то целью, но один из вас, походу, по-настоящему не проснулся, чтобы заглянуть в будущее и взять на себя ответственность расти. Вот сейчас вам говорят, услышите ваш внутренний голос, который говорит вам, что счастье с этим человеком, ну или счастье, или взаимопонимание, скорее всего, невозможно. А также, может быть, пришло время выйти за рамки этих отношений и посмотреть на других новых партнеров, которые также помогут вам выполнить вашу кармическую задачу. Вторая карта – это 5 свитков. Карта называется Diversity. Diversity – это разнообразие, многообразие. Да, карта у вас перевернутая. Но в прямом положении мы видим, стоит женщина, перед ней открывается какая-то широкая арка. У нее очень много свитков. То есть это разнообразные планы, проекты. И она все это хочет реализовать. Перевернутая карта говорит, что слишком много разных вещей будут происходить в вашей жизни одновременно, и вы можете запутаться, что вам делать. То есть у вас будет много разных вариантов, и вы не решаетесь действовать в каком-либо одном.
Вот сейчас вам нужно будет сделать выбор, сосредоточиться на одной вещи. Не бойтесь, что другие проекты от вас ускользнут. Вы можете потом вернуться к ним позже, и всегда у вас есть свобода менять ваши цели в будущем. Но, может быть, вот для других вещей сейчас нет ресурсов или какие-то обстоятельства мешают. Поэтому пока сосредоточьтесь на чем-то одном, то, что вы сейчас сможете реализовать. Третья карта — это у нас фигурная карта. Это королева свитков. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит прекрасная женщина. Она держит свиток. И она стоит перед освещенной солнцем аркой. Вокруг нее кружит энергия мудрости, знаний и истины Акаши. Вообще королева свитков — это женщина высшего разума. Но так как она у вас легла перевернутая, она показывает разобщение или разделение с умной женщиной, которая имеет сильные коммуникативные навыки или работает в сфере маркетинга, коммуникаций. Эта женщина может быть другом, членом семьи, супругой, сотрудником на работе. Разделение может происходить из-за расстояния, разрыва, распада или развода. Карта может показывать некоторые проблемы с или для этого человека. Но еще карта может указывать, что вы или важная в вашей жизни женщина может покинуть или потерять рабочее место, связанное с управлением, исследованиями, обучением и общением. И здесь может быть некоторая неопределенность по поводу будущего. Но так как королева свитков является женщиной мудрости, и она очень близка к хроникам Акаши, вам говорят: постарайтесь обратиться к этой своей стороне, и пусть хроники сейчас ведут вас. Энергия, с которой вы переходите в октябрь, вот сколько не мешаю, все равно карта ложится прямая, да? Это 17-й старший аркан, The Lookout, карта прямая. Мы видим, что стоит человек на смотровой площадке, с надеждой смотрит вперед. Вокруг него идет какая-то битва, баталия. У него на корабле уже горят паруса. Но он старается сохранить равновесие и баланс вот в этой ситуации. Карта говорит, что вокруг вас сейчас происходит сложная ситуация, своего рода битва, и вам нужно быть начеку. Вас может постигнуть внезапное падение, потеря положения, должности, места работы, состояния, точки зрения, может быть, чего-то еще. Карта вас предупреждает, что вам нужно составить резервный план. Он поможет вам намного легче пережить вот это вот трудное время. Да, это может быть временный этап, но вам очень важно сейчас сохранить равновесие. Уже лучшие времена у вас на пороге, но проявите сейчас внимание. Может быть, конечно, это происходит вот из-за отношений, разрыва с кем-то отношений, но все равно вам говорят: составьте резервный план. И в совет у вас ложится фигурная карта, это король силы. Так, карта легла перевернутая. Она может показывать на время истощенных сил, бездействия, инерции и разбросанной энергии. Карта может показывать на развод, разлуку с или ради, или для короля силы. Ну, в плане карьеры может также произойти потеря должности кого-то. Вот эта карта, когда она ложится перевернутая, она может указывать на человека с разрушительной энергетикой. Может быть, он сам лишился равновесия, баланса в своей собственной жизни, и теперь он также разбалансирует и вас. Иногда это может проявляться в очевидных признаках негатива, таких как гнев, враждебность или даже постоянная депрессия. В других случаях вибрации могут быть тонкими и трудно распознаваться. Но, скорее всего, этот человек будет эгоистичным и погруженным в себя.
Будьте очень осознанны, когда общаетесь с таким человеком. Он может быть обаятельным на поверхности, но манипулятором внутри. Если эта карта указывает на партнера в бизнесе или в любви, не торопитесь в оценке истинных вибраций, которые от него исходят. Может быть, ему просто нужно время, чтобы исправить себя, но вам нужно двигаться дальше. Ну и давайте получим для третьего варианта совет. Посланник района из хроника Акаши для вас. Третий вариант. Галактический вихрь. Сейчас я вам зачитаю. Эта карта отражает принцип «что посеешь, что и пожнешь». В ближайшее время вам предстоит пожинать плоды того, что было сделано вами в прошлом. Вас ожидают перемены. Какого характера они будут, сказать невозможно, пока не начнутся связанные с ними события. Это может быть что-то очень хорошее, но это может быть и неожиданность, которая вас не очень порадует. Знайте, и то, и другое вы заложили на своем пути сами. Это не случайности, не происки злой судьбы. Это закономерное следствие ваших прошлых действий, эмоций, мыслей и намерений. Вы можете изменить характер ожидающих вас перемен. Для этого вам не нужно пытаться предугадать, каковы они будут. Не заглядывайте в будущее раньше времени. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Транслируйте любовь в окружающий вас мир. Если будут вспоминаться какие-то ошибки прошлого, направьте энергию любви и в прошлое тоже. Вы можете изменить прошлое, изменив его энергию. Вы можете послать туда любовь, и эта любовь вернется к вам в будущем. Не торопите события. Все произойдет в нужный момент. Может завтра, а может быть через полгода. Живите в любви все это время. Создайте круг своей силы. Так вы поможете переменам приобрести благоприятный для вас характер. Такой у нас получился третий вариант. Я благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пишите ваши комментарии. Хорошего вам сентября. Хорошо, у нас с вами четвертый вариант для тех, кто выбрал вот этот камушек. Давайте посмотрим для вас энергии сентября. Что у вас будет происходить внутри, вокруг вас, какие энергии будут кружить, события. Так, сейчас минуточку. События в вашей жизни, советы получим от Таро Акаши и послание от района из хроника Акаши для вас. Четвертый вариант. Энергия сентября. Какие энергии вы принесете в сентябрь из августа? Что у вас будет происходить в сентябре? Энергии, с которой вы войдете в октябрь, и совет. Так, ваш расклад готов. Ну, у вас один старший аркан, поэтому все вы можете в сентябре изменить, если прислушаетесь к информации. Энергии, с которой вы входите в сентябрь, да, актуально, да, 1 сентября у нас. Здесь у нас пятерка роз, это The Garden. The Garden — это сад, и мы видим, что дети, маленькие дети играют в саду. Ну, карта у вас перевернутая, она показывает, что у одного или
более ваших детей или вообще каких-то детей в вашей жизни могут возникнуть некоторые трудности, сложности. Вот это нелегкая ситуация, и те, кто вовлечены в нее, могут обвинять друг друга. Да, это может занять некоторое время для разбирательств. Им могут помочь другие члены семьи или профессионал на работе, если проблема, например, связана с бизнесом. Но, может быть, вот эта ситуация будет как-то очень медленно двигаться. Постарайтесь поддержать ваших детей, но не вмешивайтесь слишком сильно. Будьте терпеливы, сострадательны. Эту ситуацию ваши дети должны решить сами. Это их опыт, это их урок. Ну и вообще карта говорит, что более легкие времена для ваших детей уже у них на пороге, но пусть все происходит так, как надо. Первая карта у нас это второй старший аркан, The Akashic Library, библиотека хроник Акаши. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, сидит мудрец, он готовится что-то писать. Это библиотека хроник Акаши, и идет лестница вверх. Это ваш духовный рост. Но карта у вас легла перевернутая, и с ней лестница вас ведет вниз. Да, вы сейчас можете почувствовать смятение, замешательство. Возможно, ваши записи в Акаше были приостановлены, но они для вас всегда доступны. Может быть, вы отошли от пути своего духовного роста, что-то случилось в вашей жизни, или вы просто отвлеклись на что-то. Сейчас для вас пришло время пролить новый свет на ваше прошлое, раскрыть ваш внутренний мир. Начните сегодня с декларации об освобождении от вещей, которые мешают вашей ясности. Закройте глаза и увидьте, как они рассеиваются. Приложите сейчас немного усилий, и тогда ваши записи в хрониках Акаши будут исправлены и написаны вами снова. Вторая карта — это восьмерка ключей. Карта называется The Master Artisan, мастер-ремесленник. Она у вас прямая. Мы видим, что какая-то мастерская, ну в данном случае ювелирная. Сидят ученики, стоит их мастер-наставник. И из рук мастера в руки ученика сыпятся драгоценные камни. Эта карта может указывать, что у вас сейчас есть возможность предложить свои таланты, намерения, способности миру, делая многочисленные вклады, взносы, пожертвования. Не стесняйтесь и не сдерживайте себя в том, чем вы хотите поделиться. Сейчас вы можете учить, тренировать своим навыкам других, а также публично демонстрировать, показывать свои дарования, таланты. Даже если ваши способности заключаются в любви и сострадании, вы также можете поделиться этими дарами с другими людьми. У вас сейчас период времени, когда вы можете выстроить вашу репутацию, воспользоваться возможностями, которые сейчас придут в вашу жизнь. Поэтому действуйте, показывайте себя, позвольте себе сиять. Есть очень много красоты и возможностей для вас, чтобы принести их в мир. Третья карта — это фигурная карта королевы силы, она перевернутая. В прямом положении мы видим, женщина управляет, в одной руке она держит энергию Солнца, в другой энергию Луны. При этом она как бы балансирует этими двумя энергиями, стоя на льду и сохраняя при этом равновесие, баланс. Вообще это движение энергии. У вас эта карта легла перевернутая. Она может показывать женщину в вашей жизни с разбитой на куски энергии. Она может являться частью вашей семьи, окружения на работе или другого рода отношений. Вы можете ощущать некоторое волнение и дисгармонию, общаясь с этим человеком. Иногда эта женщина может не замечать вашего большого душевного интереса. Она может неправильно использовать свою власть, влияние, критиковать вас, что может негативно повлиять на ваши отношения с самим собой и с окружающими людьми.
Вот если вы сейчас увидите такое поведение, для вас пришло время расставить границы и требовать от этого человека уважения. Ну, если вы не можете никак повлиять и вообще изменить то, как она к вам относится, постарайтесь от нее отстраниться. Конечно, эта карта может показывать вас или важную в вашей жизни женщину, которая также может испытывать серьезный дисбаланс в энергии, может быть, потерю чувства силы. Это могут быть времена, когда вы чувствуете себя оставленным во мраке и не знающим, что делать дальше. Здесь может быть потеря работы в какой-то крупной компании, в областях, которые связаны с энергиями, преподаванием, науками, может быть, что-то другое. Вот если вы являетесь королевой силы, то это время восстановить вашу силу и ощутить истинную энергию и свет, которые являются частью вашего высшего Я. Получите сейчас ясность и двигайтесь к вашей цели. Не позволяйте какой-то сложной ситуации выбить вас из вашего центра. У вас хватит сил вернуть баланс в вашу жизнь, в ваши мысли и в ваши действия. Поэтому возьмите на себя сейчас ответственность. Энергия, с которой вы перейдете в октябрь, это ложится карта Karmic Trench, кармическая яма, кармическая канава, но она у вас уже перевернутая. В прямом положении мы видим, человек стоит, закопался по самый пояс, уже весь грязный от усилий, в какую-то яму. Вокруг него есть вот грядки, выходи, сажай, стоят семена. Но вот он все глубже и глубже выкапывает для себя вот эту яму. Эта карта может раскрывать какой-то сложный паттерн в вашей жизни. Может быть, паттерн саморазрушительных чувств, мыслей, действий. Возможно, вы принесли это из предыдущих воплощений. Вы вернулись в эту жизнь с намерением разрушить вот этот кармический паттерн, но у вас опять могли втянуть старые мысли, поведение, и вы закопали себя вот в эту кармическую яму, из которой вам все труднее и труднее выбраться. Карта ложится у нас перевернутая. Она показывает, что в конце сентября, в начале октября вы можете выбраться вот из этого кармического окопа, который вы для себя вырыли. У вас сейчас будут все ресурсы, необходимые для посадки новых семян, которые принесут вам новый урожай и новую жизнь. В вашей жизни могут произойти значительные или, может быть, даже внезапные изменения, может быть, разрыв отношений, проблемы с карьерой, финансовые трудности. Но какими бы сложными ни казались вот эти ситуации, как раз они-то и могут выбить вас вот из этого кармического паттерна, который вы для себя выкопали. И вам говорят, если вы наконец-то сможете выбраться вот из этого кармического колеса, да, вот из этой кармической канавы, то дальнейших трудностей в вашей жизни вообще не должно быть. Придете ли вы к этой вновь обретенной свободе своими силами, действиями, или, может быть, это какие-то внешние обстоятельства, но сейчас в ваших руках будет сила. Вы должны понимать, что вот эти кармические изменения, они не происходят в одночасье. Будьте осознанны, когда вы создаете новую работу, новые отношения, чтобы опять не впасть в старые шаблонные утверждения и чувств. У вас сейчас появится возможность перевернуть всю вашу жизнь, выбраться вот из этой кармической канавы и создать новое, мощное начало, которое перенесет вас в будущее. А вот в совет вам ложится 4 роз. Карта прямая. Да, конечно, может быть, это любовные отношения. Может быть, это какой-то друг. Может быть, это родственник. Может быть, это даже ваш ребенок. Или партнер по бизнесу. В совет вам ложится 4 роз. Карта называется «Взгляд на эго».
Мы видим, что перед зеркалом стоят 3 человека, отражается только один. Причем вот этот человек на других людей смотрит с каким-то пренебрежением, как бы свысока. Карта может показывать, что в вашей жизни есть бездумный, эгоистичный человек. Будь то в любви, в дружбе, в семье, в бизнесе. Этот эгоцентричный человек строит планы только с точки зрения того, как они повлияют на него или на нее. И, возможно, вы слишком долго и много отдавали этому человеку, ничего не получая взамен. Вы терпели это пренебрежение, потому что продолжали надеяться, что все станет лучше, или, может быть, боялись разрыва. Сейчас вас призывают осознать, что вот этот человек вряд ли изменится, и, возможно, вы просто откладываете неизбежное. Честно взгляните в свое зеркало и увидите, как пребывание в этих отношениях влияет на ваше будущее. И это у вас совет. Может быть, разрыв с каким-то человеком поможет наконец-то вам выбраться вот из этой кармической ямы. Ну и давайте четверочки для вас получим послание к району из хроника Акаши. Четвертый вариант, сентябрь. Дар небес. Сейчас я вам зачитаю. Это очень хорошая карта. Она означает, что вы на верном пути, и дух поддерживает вас во всех ваших начинаниях. У вас будет возможность заметного профессионального роста. Вы сможете достичь в работе тех результатов, к которым давно стремились. Если ваша цель – обретение призвания и достойной самореализации в любимом деле, то знайте, что до нее вам остался лишь один шаг. Все происходящее – результат вашего предыдущего труда и накопленного ранее опыта. Это награда, но награда заслуженная. В вашу жизнь входит что-то очень хорошее, и это результат ваших трудов, поступков, мыслей, чувств, намерений. Сейчас вы способны легко владеть новыми знаниями, раскрыть свои таланты и способности, начать делать то, о чем давно мечтали. Удивляйте себя и других такими качествами своей натуры, о которых никто, включая вас, и не подозревал. Сила и любовь духа внутри вас готовы раскрыться и проявить себя в вашем физическом теле с небывалой ранее полнотой. Доверяйте духу, и все преграды, внутренние и внешние ограничения, мешавшие вам быть собой, в один миг рухнут. Обретите свободу вашего внутреннего «я», позвольте ему проявиться в полной мере, откройте свою внутреннюю красоту, убедитесь, что вы воистину прекрасны. Вот такое для вас послание от Крайона. Ну, у меня для вас все. Я благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Хорошего вам сентября. До свидания.